Ты слушаешь Радио Мария. «27 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля сообщает, что 5 солдат получили серьезные ранения во время боевых действий в секторе Газа. Это произошло накануне вечером в северной и южной части сектора. Все солдаты были доставлены на лечение в больницы Израиля. Главные новости Израиля. Сирена Цева-Адом вчера звучала на севере страны из-за ракеты-перехватчика, выпущенной по цели в воздушном пространстве около Ливана. Об этом заявили в ЦАЛе. Также сирены прозвучали в промышленной зоне недалеко от Афулы. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Армия обороны Израиля заявила, что на юге Ливана ликвидировала старшего командира Хизбаллы Хасана Хусейна Салами. Салами был командиром регионального подразделения Хизбаллы и руководил нападениями на военных ЦАЛь, а также на израильские общины на севере страны. По данным военных, недавние нападения, в которых участвовал Салами, включали удары противотанковыми ракетами по городу Кирьят-Шмона. Даниэль Агари, представитель ЦАЛя, прокомментировал, что группировка террористов Хамас глубоко укоренилась в гражданских районах Газы и что военные ЦАЛя ведут сложную войну в палестинском анклаве, осознавая о трагических потерях мирных жителей. Агари добавляет, что армия обнаружила, что Хамас внедряет свою инфраструктуру внутри гражданских районов Газы и делает это в качестве части своего живого щита. Военные ЦАЛи обнаружили, что под большинством домов в Газе есть туннели или тайники с оружием внутри. Но почти все школы, мечети, больницы, а также международные учреждения используются Хамасом для своих военных операций. Об этом заявил представитель ЦАЛя Даниэль Агари. Главные новости Израиля. Тем временем армия обороны Израиля сообщает, что обнаружила новую сеть туннелей Хамаса в центральной и северной части сектора Газа. Обнаруженная сеть туннелей имеет более 10 километров и проходит под больницей турецко-палестинской дружбы и близлежащим университетом. По данным ЦАЛя, туннель использовался бригадами Хамаса в городе Газа, а также центральных лагерях для перемещения боевиков между районами. В туннелях были жилые помещения, ванные комнаты и оружие, а также тела нескольких боевиков Хамаса. Основные участки туннеля после проверки были разрушены военными. Премьер-министр палестинской автономии Мохаммед Штайе объявил об отставке своего правительства. Цитирую: «Я подаю заявление об отставке правительства господину президенту Махмуду Аббасу», говорит Штайе, добавляя, что это произошло, цитирую, «после агрессии против сектора Газа и эскалации на Западном берегу и в Иерусалиме». Конец цитаты. Штайе добавляет, что уходит в отставку, чтобы обеспечить формирование широкого консенсуса среди палестинцев по поводу политических договоренностей после войны Израиля против Хамас. Полномасштабная военная операция Израиля в Рафехе нанесет сокрушительный удар программам помощи в Газе, предупреждает глава ООН Антонио Гутерриш. Выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве, Антонио Гутерриш говорит, что тотальное наступление в самом южном городе Газы, цитирую, не только будет ужасающим для более чем миллиона палестинских мирных жителей, которые там укрываются, это забьет последний гвоздь в гроб наших программ помощи, добавляет Антонио Гутерриш. Напомню, что ранее глава агентства ООН по вопросам палестинских беженцев Филипп Лазарини также сообщил, что перекрытие финансовых потоков помощи агентству ООН будут иметь ужасные последствия.
Напомню, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам оказалось в непростой ситуации. Все это произошло после того, как более 10 стран объявили о приостановке его финансирования. Это было сделано после утверждения израильской разведки о том, что по меньшей мере 12 сотрудников агентства были причастны к нападению Хамаса на Израиль 7 октября. Также под главным офисом агентства ООН в Газе Цааль обнаружил базу Хамаса, которая пользовалась инфраструктурой агентства ООН. Далее к другим событиям. Глава полиции Израиля Коби Яков Шабтай рассказал, что группа протестующих, которая в прошлую субботу устраивала заварушки в центре страны под видом семей заложников, не была идентифицирована семьями похищенных. Далее цитирую. «Эти люди втянули полицию в столкновение во время протеста в субботу вечером в Тель-Авиве, после чего обвинили полицию в применении чрезмерной силы. После 7 октября в обществе образовалась огромная рана, и наш долг найти баланс между соблюдением закона и общественного порядка и необходимым состраданием». Конец цитаты. Начальник полиции Израиля обвиняет группу людей, которые не принадлежали семьям заложников, в организации заварушек, цитирую. «Они вовлекают нас, чтобы сделать яркие фотографии, как полиция ужасно разгоняет протестующих». Конец цитаты. Напомню, что в прошлую субботу на выходе шаббата полиция применила водометы против толпы, которая под видом семей заложников расшатывала ситуацию в еврейском государстве. Главные новости Израиля. Продолжаются главные новости Израиля на радио Нария. Израиль раскритиковал Китай, который ранее в международном суде сообщил, что применение силы нападавшими на Израиль было частью их права на самоопределение и законным инструментом достижения независимости. Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят сказал, цитирую, «Законы войны не допускают систематических и целенаправленных нападений на гражданское население, использования гражданских лиц в качестве живого щита для военных преступлений, которые Хамас совершает под названием «вооруженная борьба», написал в соцсети X представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят. Он добавляет, что заявление Китая можно рассматривать как поддержку атак Хамаса на Израиль 7 октября. И в продолжении темы 7 октября. Около полуночи перед нападением Хамаса 7 октября сотрудники израильской разведки получили данные, что сотни террористов в секторе Газа активировали израильские сим-карты в своих телефонах. Более подробную информацию о сим-картах на данном этапе сообщать не разрешается. Но после этой информации в армии обороны Израиля прокомментировали, что сообщения о сим-картах являются, цитирую, ложными и далекими от реальности. В нем говорится, что была активация лишь десятков сим-карт, а не сотен, цитирую. Цааль также просит средства массовой информации проявлять ответственность и осторожность, чтобы не нанести вред военным возможностям в условиях войны. Конец цитаты. Кроме того, в новостях 12-го телеканала было сказано, что ряд чиновников канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что премьер-министр получил вчера информацию об активации сим-карт 7 октября. Последующих комментариев к моменту выхода этого выпуска не было. Автобус, следовавший между Беэр-Шевой и Эйлатом 26 февраля, перевернулся на шоссе 90, в результате чего пострадало по меньшей мере 15 человек. Служба скорой помощи Маген-Давид-Адом сообщает, что несколько людей находились в тяжелом состоянии. Их на вертолете доставили в больницы Израиля. Инцидент расследуется. Жителю Беэр-Шевы будет предъявлено обвинение за угрозу причинить вред премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Напомню, что мужчина угрожал премьер-министру в соцсети TikTok. Также подозреваемый снимал видео в поддержку террора и выдавал себя за другое лицо. Напомню, что в русскоязычных группах Facebook, которые связаны с разными городами нашей страны, в последнее время заказываются материалы по дискредитации высшего руководства страны. Количество подписчиков этих групп от 1000 до 20 тысяч человек. Если в группе вашего города в социальных сетях вы обнаружили такие материалы, сообщите в нашу редакцию.
Главные новости Израиля. Глава иностранных дел ЕС Жозеп Боррель сделал скандальное заявление. Он сообщил, что Израиль помог создать палестинскую террористическую группировку Хамас в секторе Газа. Цитирую: «Я не говорю, что Израиль финансировал Хамас, отправляя чеки, но это позволило Хамасу развиваться как конкуренту ведущей палестинской партии ФАТ», говорит Боррель. Это неоспоримая реальность, что Израиль сделал ставку на раскол палестинцев, создавая силы для противостояния Фатху, и этими силами был Хамас. Напомню, что ранее Жозеп Боррель заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху бойкотирует урегулирование на основе существования двух государств. Цитирую: «Чтобы это предотвратить, они сами создают Хамас. Израильское правительство финансирует Хамас, чтобы ослабить демократическую администрацию ФАТХ». Напомню, что такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Германии будут расследовать, как победители Берлинского кинофестиваля смогли сделать комментарии, которые осуждают войну Израиля в секторе Газа. Напомню, что это произошло в финале кинофестиваля. На церемонии награждения в прошлую субботу несколько победителей обвинили Израиль в совершении геноцида. Продолжаются главные новости Израиля на Радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать Радио Нария, поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на канал. Благодарность нашим спонсорам. Их имена вы сейчас видите на своих экранах. Добавлю, что на канал Радио Нария осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь и на резервный YouTube-канал Радио Нария. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Спасибо за вашу поддержку. Главные новости Израиля. Сегодня, 27 февраля, в местных советах Израиля проходят муниципальные выборы. Избирательные участки будут открыты с 7 утра до 22:00. В небольших населенных пунктах, где в списке для голосования внесены до 350 избирателей, участки будут работать до 20:00. Если вы не успели получить приглашение на выборы, узнать о своем избирательном участке можно по номерам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Номера будут работать до 16:00. Также информацию об участке для голосования можно узнать на сайте МВД. Военнослужащая армии обороны Израиля Ори Мегидиш вернется на службу в разведывательный отдел ЦАЛЯ. Напомню, что Ори была спасена в ходе военной операции ЦАЛЯ и Шабак после того, как 7 октября она была похищена боевиками Хамаса в сектор Газа с поста Нахаль-Оз, где она служила. Ори говорит, что решение вернуться на службу было обусловлено ее личным желанием и чувством миссии служить стране. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.